На следующий день после окончания класса я вообще люблю, когда класс заканчивается, 2-3 дня, если есть такая возможность, пописать для себя, для творчества, пописать творчески, когда не нужно объяснять каждый свой шаг, а поработать вот просто в потоке наслаждения, в потоке радости того, что я вижу, познакомиться с новыми местами, погулять по выставкам. И такая возможность случилась благодаря Елене Ушаковой, которая организовала этот чудесный семинар. Лена, спасибо тебе. Тебе уже, наверное, все высказали, все участники, свое восхищение. Еще раз не лишнее будет это повторить. Так вот, мы немного задержались у подножья Сент-Виктуара на поле, где рядом был ручей, и была возможность даже искупаться, было жарко. И фрагментарно покажу живопись в процессе. Ну а пока отвечу на несколько вопросов. Вы подписывайтесь, друзья, на канал, задавайте вопросы, комментируйте. Знаете, что нужно ставить каждый раз лайки, я напоминаю об этом, но почему-то 4-я часть все равно не ставит. Юзер ДМ на эту тему спорит и будут спорить еще долго. Это новая реальность, для кого-то живопись, а для других знак вопроса, стоит 3 даже. Все стили, направления, техники, все смешалось. Для меня искусство – это то, что заставляет сердце трепетать. Не обязательно мое, но других, хоть кого-то. Спасибо большое за вашу такую реплику. По мне так важнее ничего нет, как трепет моего сердца, когда я пишу. И как опыт многолетний показывает, что если ты действительно трепещешь, внутри все тебя бушует и горит, вот этот трепет, огонь такой восторга, творчества изливается на холст, то обязательно найдется кто-то, кто вот на этой же волне срезонирует. Так что я тут с вами все-таки не согласен. Меня не волнуют другие трепеты в этом смысле. Не обязательно мое вы пишете, да, заставляет сердце трепетать. Нет, я не работаю для кого-то. Вот это мессианство, заставить сердца других трепетать, не для меня. Мне кажется, что оно ни к чему хорошему вообще не приводит, если уж так глубоко копать. А если оно направлено, все индрии, все пути идут внутрь, для того, чтобы твоя душа расцвела, как бутон цветка, тогда возникнет чудо, и этим ароматом могут насладиться другие. Но твои все потенциалы, все твоя потенция направлена на это цветение. Если ты будешь заставлять других чего-то там ругаться, почему они не испытывают такого же восторга, как ты, это конфликт. А здесь конфликта нет. Ты расцветаешь, а кто захочет понюхать этот аромат, ну, подойдет. Если не захочет, пройдет мимо. Вот и все. Мне кажется, такая история, ну, не кажется, для меня это определяющая вещь. Елена Мурова. Привет, Слава, привет. У вас есть такая картина, которую вы пишете годами, и еще она в работе, как Мадонна, с которой художник не расставался почти 20 лет и все время что-то дописывал, многоточие. Знаков вопроса нет, просто утверждение. Но если это все-таки вопрос, то да, все время над чем-то недоволен. Поэтому я картины развешиваю, причем те, которыми я недоволен, развешиваю по стенам, и все время, ну, волей-неволей проходишь мимо или сидишь и смотришь, так, вот, блин, что-то не то. И она все время в работе, такие холсты. Ну, это нормально. Есть работы, которые делаются на одном дыхании, на природе особенно, и в мастерской уже ты их не правишь. А есть те, которые, ну, более, я не знаю, выстраданные, что ли, или недовыстраданные. Тогда они дорабатываются и дорабатываются, пока ты внутри не скажешь, что да, все закончено, все гармонично. Причем, что люди на выставках могут, например, говорить, что эта работа не закончена, потому что там что-то не дописано, края, например, в углах.
холст просвечивает. Ну, чистый холст оставлен. Но я вас уверяю, что если художник показывает свою работу, она в любой момент времени докончена, прикончена. Даже если белые холсты по углам не дописаны. Это часть композиции. Но я часто сталкивался с тем, что даже галерейщики говорили, что ты докончи работу, а потом уже тогда. Я говорю, а почему вы считаете, что она не докончена? Ну, не докончена, у вас же края остались. Галерейщики, американские, например, мне так говорили. Я спрашиваю, ну, вам нравится? Нравится. Но она же не докончена. Ну, трудно с такими говорить. Ну, да ладно, пойдем дальше. Сова. Доброй ночи, Вячеслав. Доброй ночи. Работаете ли вы темперой на пленэре? Если да, то интересен ваш набор цветов. Впервые взяла с собой в отпуск базовые цвета, плюс белый и охру. Не хватило цветов. Так сделайте, чтобы хватило. Краски темперные, ну, мастер-класс, по крайней мере, довольно-таки богатая палитра, ну, немного меньше, чем масляных, но вот всего хватает. Это профессиональная линейка, и при смешивании можно добиться всего абсолютно. Так что я очень рекомендую все-таки. Вы знаете что, завести себе такую палитру, вакуум, ну такой вот, которая с резиночкой. Ну, не вакуумная, но, по крайней мере, доступа воздуха туда нет. Попрыскал пульверизатором перед закрытием, и она сохраняется довольно-таки долго. Месяц-два даже. Вот, и с собой взять там основные цвета, которые, если вы едете на пленэр, ну, которые расходные, очень сильно расходуются, дополнительно. А в принципе, это уже туда насыпать, в лунки цвета, которые у вас есть, темперы, все их заполнить, там штук 24, наверное, и хватит вам. А основные взять с собой, если прям уж совсем мало места. Но я бы и краски взял. Что касается, работаю ли я темперы на пленэре, я предпочитаю работать маслом, потому что больше возможностей, мне это ближе. Темпера все-таки ограничена. Я люблю делать темперой наброски. Обнаженная модель или какие-то, вот когда эскизы, например, делаю к картинам темперой, да, это мне очень нравится. Некоторые художники прописывают свой холст. Кстати, один художник знакомый пишет сначала просто черный. То есть он все замазывает прямо по рисунку, ну, рисунок делает черной темперой. И черно с белой иногда там отрабатывает гризаль, а потом поэтому уже пишет цветом маслом. После этого ролика будет прямая ссылка на видео 736 «Гармония цвета в живописи». Так что предлагаю его посмотреть. И не забудьте отметиться там тоже. И сейчас отметиться, и там отметиться. Это помогает каналу. Ну, удачи!